Привет всем! Добрый день! Вы опять на канале Берлога Коптильщика. Да. Сегодня мы решили сделать давнюю нашу задумку колбасу Ноев ковчег. Один вид колбасы у нас будет копчено-вареный, а второй вид у нас будет сыровялым. Но это будут два разных ролика, хотя будет собрано из одних видов мяса, ну, одних видов зверей. Да, ну просто сыровял готовится долго, поэтому ролик выйдет позже. Что мы сегодня приготовили? Что мы имеем? Окорок косули будет использован. Мясо тура. Тур — это такой баран вроде, горный. Карбонат кабана дикого. Это, наверное, медведь. Это мишка, нет? Нет, это окорок бобра. О, бобер. Съел бобра, спас дерево. Кстати, вот. Спинка зайца. Ну это у нас. Вообще, почему мы не А вот индейцы, внутренняя часть бедра медведя. Индейцы бы сказали, вот сколько ты сейчас животных съел. Окорок пятнистого оленя. Внутренняя часть бедра лося. Так, это сахаты у нас. Внутренняя часть бедра европейского оленя. Лошадка, корейка конины. Так. Внутренняя часть бедра морала. Кстати, кто любит конину, там шикарная конина у ребят. Можете брать. Внутренняя часть бедра северного оленя. То есть 3 вида оленя у нас сегодня. Лось, медведь. Ну и добавим, естественно, говядины. Говядина, свинины, утку, курица. индейку, курицу. Короче, каждой твари по паре. Ну, мы не разгонялись. Опять же таки, количество зверушек мы посчитаем и четко вам скажем. Но их будет предостаточно. Ну что, сейчас я иду, все это промываю от крови, да. И тогда буду жиловать. Красивое мясо. Подсыровял. У нас начинается готовка, да? Да. Значит, также все нарезанное отжилованное мясо подсыровял. Как варено-копченый. Да. Значит, здесь у нас вся животина и плюс у нас грудинка. Грудинки мы берем подсыровял в этот раз аж 25-27%. Плюс нарезали вот так вот и слайсами. И ее вмешаем туда, и она даст красивый рисунок. Пока уберу. Остальную будем делать также на крупной решетке, у кого есть, но у нас наша любимая решетка Мерседес. Да. Все, начинаем пропускать все через мясорубку. Наше мясо. Поехали. Итак, мы продолжаем делать нашу сырокопченую колбасу Ноев ковчег. Фарш мы весь прокрутили, специи замешали, специи будут в подписи. В описании. В описании, да. И грудинку нарезали. Начинаем мешать фарш. Так. Месить надо до характерных нитей мясных. Ну что, мои хорошие, набиваем шприц нашей колбаской. Значит, набиваем медленно, тщательно, чтобы у нас как можно меньше попадало воздуха. Шприц набит. Теперь будем набивать колбасятину в череву. Почему решили взять череву? Но решили сделать все
красиво и правильно. Поскольку у нас мясо дикого зверя, ну и вообще получается, что колбаса Ноев ковчег, ну не будем отходить от классики, а сделаем все натуральным. Поэтому я взял говяжью череву 38-40 мм диаметр и буду сейчас набивать все это в нее. Вот такая у нас получается колбасятина. Все, поехали набивать оставшуюся. Ну что, колбаску накрутили. Получается вот такая хорошая, вкусная, но еще не готовая колбасятина. Значит, что мы сейчас делаем? Поскольку мы делали ее со стартами, мы оставляем ее в помещении на 24-36 часов. При температуре 22 градуса. Ну, это комнатная температура. Но у нас жарище. Температура сейчас здесь 27 градусов. Поэтому на процесс ферментации, поскольку она сделана со стартом, еще раз хочу сказать, я думаю, что мы оставим ее в помещении на 18 часов. Этого будет достаточно. А дальше перевесим в климатическую камеру. Процесс ферментации прошел вообще, я считаю, что замечательно, но поскольку у нас жарко в помещении, больше на ферментации держать я не буду. Поэтому наша колбаска Ноев ковчег будем считать, что уже готова, и я ее буду переносить сейчас в климатическую камеру. Но до этого я на каждом батоне, как я делаю это обычно, и надо это сделать, сделал шильдик, где указал название, дату, когда я произвел ее, начальный вес и вес после потери 40%. Все, сейчас всю эту колбаску я перевешиваю в климатическую камеру, и там она будет находиться 7 дней до санитарного копчения. Колбаска уже висит в климатической камере, но, конечно, сейчас она сходит с ума. Почему? Потому что влажность сейчас дико поднялась, и, соответственно, поднялась температура. Холодильник устаканиваться будет сейчас где-то в течение 2-3 часов. Но что хочу отметить, не старайтесь сразу сделать, чтобы влажность у вас упала. Влажность в районе 85-88%, то, что у вас будет, если неделю-полторы, это нормально. Ничего страшного нет. Не давайте резко уходить в влажность вашей колбаски. Итак, колбаску вывесил в коптильню через 7 дней. Буду делать сейчас первое копчение. Оно будет проходить у меня при температуре 30 градусов. Буду делать с электростатикой. Это будет у меня 10 циклов. Если же вы делаете без электростатики, то вам понадобится от 3 до 5 часов. Это у вас будет первое копчение. Еще его называют санитарным. Продолжаем наше дробное копчение. Колбасу вывесил в коптильню. Это у меня второе копчение. Его я буду делать 7 циклов электростатикой. Если же вы делаете не электростатикой, а проводите обычное копчение, это у вас 4-6 часов в хорошем интенсивном дыму. Значит, температура у меня в камере коптильной будет 30 градусов. При этой температуре я буду коптить. Сейчас вы попробуете, какая она вкусная, и будете... То есть, ой, простите. То есть цель Ноя была понятна, когда он всяких его забрал туда на корабль. Это ваши догадки. Как же думаешь, он сначала их попробовал, потом пригласил на корабль? Либо сначала пригласил на корабль, а потом попробовал? А может, он пригласил на корабль больше, чем по 2 штуки, чтобы ему было чуть слушай, я вот приблизительно вот такую версию выдвигаю.
Колбаса Слушай, шикарная. Вот. Ну, бомба получилась. Ну, не знаю. Жалко животину. Не ешь. Иди. Уходи. Слушай, колбаска получилась просто супер. А может, разыграем? Знаешь, Несколько батончиков вот я колбаски. Кстати, вот Да, хорошая почему идея, нет? да. Ну, И отправим, Да, людям, можно. чтобы они да, это поняли, было- что мы не было- обманываем. Было супер, да. Слушай, ну достойно получилось. Кто назовет все 17 видов? Да, мы Да, написали кстати, в Толь, прошлом ролике. Да? Интересно, Уже да. описали? Поздно. Ну тогда, тем более, кто первый напишет, тому и флаг в Второй руки. этап. Да не, мы разыграем там, кто подписан на канал, кто подписан на... Вот и по вкусу определи, что это здесь мишка. Кто больше всех лайков поставил, Лайк, я сейчас нет. лайкать начну вас. Ну, кто подписан, кто на Инстаграм подписан, вот между ними и разыграем. И отправим за свой счет. Значит, вода. Кирилл в будущем сейчас будет делать самогоновку. Он для нее сделал, точнее, мы с ним создали новый бренд. Он будет называться Настояк. Настояк. Не колбасятина, а настояк. Да? Да, из черной смородины. Ну тогда надо только Настояк. вот с такой колбасой подавать. Да. Нет, в дырочку ставить, да. Привязывать к бутылке вот да. так вот. Настояк. Настояк. Вот мы в очередной раз в компании Дикоед. Приветствую. И пробуем нашу сыровяленую колбаску, которая уже подоспела. Ну что, Миша, давай. Давайте. Та самая, которая из 17 видов животных. Да, это она. Вот такая классная структура. С жирком. Жирок вкус. Да, это никуда нельзя без него. Пробуй. Первый. Тебе первое слово. Что получилось по вкусу, говори как есть. Но учти, мясо свое. Вкусная. Очень вкусная. Плотная такая структура. То есть ее прям, это не полукопченая колбаса, когда ты там палку съел, и в принципе нормально один. Тут прям можно пару кусочков уже наесться. Мне кажется, хорошо с вином было бы. Да. Но она получилась просто своеобразный вкус. Поскольку количество мяса разного, оно вот как раз и сказывается. Мне очень нравится. Ну, значит, мы попали в точку. Поэтому можете копировать, делать, мясо заказывать у ребят, и точно у вас получится все. И будете дома лакомиться колбасой на ковчег из 17 видов мяса. Всем пока. Пока.